Ну, история у меня в нескольких поколениях. Я представитель третьего. Первой сюда пришла младшая сестра отчима моей матери, Наталья Константиновна Беляева. Пришла она сюда работать после гражданской войны, вскоре после открытия института, и проработала здесь много лет. Тогда институт располагался в разных местах, и она работала на Яузском бульваре, возглавляла диспансерное отделение, руководила клиниками института эвакуации в Новосибирске в годы войны и была очень уважаемым доктором. Матушка моя родилась в городе Астрахани во врачебной семье, и в 1938 году у нее нашли плеврит. Поэтому она оказалась здесь на лечении в детском отделении, где, видимо, эти годы произвели на нее впечатление. И по окончании Астраханского медицинского института в начале 50-х годов она приехала сюда дальше учиться и работать педиатром. И встретилась здесь с моим отцом, который приехал из города Ленинакана в Армении в аспирантуру. Как человек с медицинским образованием, он был фронтовик, который работал в фтизиатрии, его послали учиться в Москву. Они встретились, появился на свет я. В тогдашнем общежитии этого института для сотрудников. Поэтому, можно сказать, мои знакомые шутят, что я родился в этом институте. Но относительно туберкулеза мне как-то не очень хотелось, потому что отец был профессором-фтизиатром, который занимался взрослыми пациентами. Матушка была фтизиопедиатром, тоже доктором наук. Она занималась подростками. Как-то туберкулез мне стал известен и не очень интересен к концу школы. И по окончании медицинского института я пришел здесь, работал 2 года в лаборатории биохимии. Но мне очень хотелось заниматься не туберкулезными заболеваниями легких. А было такое одно отделение дифференциально-диагностическое, в котором мест не было на то время. Но через 2 года появилось. И я занимаюсь направлением пульмонологии, дифференциальной диагностики туберкулеза уже 43 года в этом институте. Я с детства знаком с этим, у меня и знакомство с лабораторией патоморфологии, которой многие годы руководила Валентина Ильинична, и такое с детского возраста. Первые мои фотографии где-то, наверное, в годовалом возрасте делала фотограф Мария Дмитриевна Сокольская, которая была очень близка Валентине Ильиничне, была очень верующим человеком, как я узнал потом. И где-то в подростковом возрасте я увлекся фотографией. В лаборатории патоморфологии была замечательная фотолаборатория. Поскольку в то время никаких цифровых технологий еще не придумали, и все препараты, все это фотографировалось для того, чтобы поместить потом статью в журнал, сделать доклад, делали и слайды, делали и черно-белые фотографии этих препаратов. Поэтому это была часть технологического процесса. Я здесь занимался проявкой пленок, печатью черно-белых фотографий. Атмосфера того времени, это где-то начало 70-х, очень доброжелательная. Во-первых, все знали моих родителей, и ко мне относились, соответственно, доброжелательно. И вообще в то время еще Валентина Ильинична руководила лабораторией. Не было никакого культа, были личности, профессора, и они были добры, они были великодушны, и это впечатление у меня подростковое, скажем, осталось. Потом я пришел сюда уже
закончив медицинский институт, и нас вводили в курс, мы ходили по всяким лабораториям. Вот. Ну и опять столкнулись, Валентина Ильинична читала нам лекции, ее ученики, Ольга Алексеевна Уварова, которая в то время руководила лабораторией. Вот. Все они были тоже замечательные, очень знающие и очень доброжелательные. И они прекрасно говорили всегда без бумажки. Это был замечательный пример. Вот. И забегая вперед, я скажу, что Валентина Ильинична на ученом совете в честь ее столетия вот, держала 45-минутную речь, я засек по часам, сколько она говорила. Она вспоминала всю историю патоморфологии в фтизиатрии, без всякого плана, все это говорилось из головы на столетний юбилей. И имея вот такой пример перед глазами, хотелось ему подражать. Хотелось научиться тоже говорить без бумажки, хотя это было страшно весьма, особенно в присутствии известных ученых, причем всесоюзно известных ученых, вот, которые тебя знали с молоду, совсем с детского возраста, и перед ними никак вот нельзя было ударить в грязь лицом. Вот, ты должен был быть достойным сыном своих родителей. Вот, поэтому вот такой пример, который подавали сотрудники лаборатории Валентины Ильиничны, он запомнился. Валентина Ильинична была всегда таким вот примером доброжелательности, вот, какой-то доброты. И всегда, когда к ней обращались, ну, непосредственно, конечно, к ней я сам, будучи молодым доктором, никогда не заходил, но она была научным консультантом докторской диссертации моей матушки, мы и по этому поводу тоже общались, когда я еще был студентом. Вот. И вот она мне запомнилась именно вот этим высочайшим интеллектом, невероятной мягкостью и доброжелательностью, ведь можно же обладать интеллектом и вот быть беспощадной. Вот. А этот человек был очень добр, вот, и при этом высокоинтеллектуален. Вот. А позже уже, когда я стал заведовать отделением, это произошло в 1987 году, назначение, и вот с тех пор, с 1987 года, я 31 год заведовал отделением в этом корпусе. Вот, Валентина Ильинична являлась периодически ко мне как пациентка, особенно после Великого Поста, который она строго соблюдала. Ее привозили слабенькую, зеленого цвета, вот, с землистым таким лицом, вот, с глубочайшей анемией, так что мы вынуждены были переливать ей кровь, чтобы спасти жизнь. Вот, и каждый раз, когда это продолжалось несколько лет, каждый раз, когда я ее провожал домой, я говорил: Валентина Ильинична, ну, болящим же можно не поститься. Она всегда со мной по-доброму соглашалась, и на следующий год после Великого Поста поступала вновь в палату, и мы вновь ее вынуждены были спасать. Так продолжалось, ну, года 3-4 точно было. Вот. И вот ее, скажем, духовная ипостась проявилась именно в эти более поздние годы. Вот, потому что раньше как-то мы не задумывались, она никогда не выставляла свое послушание. Об этом все было, стало известно намного позже, когда я посмотрел фильм о монахине Игнатии, вот, и узнал все эти вот аспекты ее жизни. Вот, и у меня в отделении происходил третий постриг. Вот, незадолго до кончины Валентины Ильиничны
Вот меня попросили разрешения, как у заведующего, я разрешил, говорю, насколько это долго. Вот, будет, мне сказали, ну, в пределах 2 часов, ну, в общем, целый день в отделении пели, пахло ладаном, вот, и удивленные пациенты там шептались, что это происходит. Ну, не все были в курсе, конечно, но вот это событие тоже проходило в нашем отделении. Ну, видимо, это важно было в какой-то момент сделать, когда она находилась даже в клинике, а не дома. Этих подробностей я не знаю. И меня тогда вот поразила ее скромность. Валентина Ильинична всегда была скромной. Я приходил обычно рано, к 7:30 где-то на работу. Около Валентины Ильиничны всегда находился кто-то рядом из круга ее знакомых. Вот. И в этот раз я шел на работу, и мне встретилась женщина, я знаю, что она была биологом. Вот, она ходила в монашеской рясе, она сказала, что ей срочно нужно уехать по каким-то делам, но скоро приедут, и Валентина Ильинична одна не останется. А Валентина Ильинична к тому времени уже очень плохо видела, она операцию по замене хрусталиков не делала и фактически ослепла. И когда я проходил мимо ее палаты с открытой дверью, я видел, что она что-то ищет на тумбочке у себя. Я зашел, поздоровался, спросил: Валентина Ильинична, вам чем-то помочь? Обычно женщины около 100 лет, вот, когда слышат предложение помощи, они эту руку помощи хватают и уже по своей воле не отпускают. Ну, поверьте, это опыт доктора. Вот, многолетний. А тут она сказала: ну вы же зав. Отделение, у вас много своих дел. Идите, придут те, кому положено, и помогут мне. То есть меня тогда поразил ее вот этот ответ, совершенно поразил, что насколько она уважала чужой труд и насколько она была готова ждать поддержки, вот, чтобы только не отвлекать заведующего от работы. Вот это тоже вот черта, которая мне запомнилась. Вот, и только усилило уважение к этому человеку. Вот. Ну и еще я помню день похорон Валентины Ильиничны, это было в 2004 году. Я должен был ехать в британское посольство за визой. Я приехал очень рано в церковь Пимена на Новослободской, где проходило прощание. Вот, уже гроб стоял на постаменте, лицо было закрыто, как это положено, монахам. Вот, но вот не чувствовалось какой-то вот скорби вот этой земной. Вот как-то вот это было ощущение какое-то чуть ли не праздничное. Вот честное слово, вот я это запомнил тоже, потому что я говорю, почему вот нет вот этого, ушел замечательный человек, достойнейший, который там несколько поколений учеников воспитал, выдающихся ученых. Вот, ну казалось бы, да. Нет, это было какое-то вот ощущение, чуть ли не вознесение, что ли, я не знаю. Вот для меня это немножко трудно объяснить. Вот. И вот это было последнее впечатление, которое вот я вынес в жизни из последней встречи уже ушедшей из жизни Валентины Ильиничны. Ну, вы знаете, вот мое впечатление. Дело в том, что я рос в годы, когда, скажем, религия не приветствовалась. Вот. И, в общем-то, родители мои были члены партии, соответствующее воспитание. Я в институте сдавал
научный атеизм и вспомнил как раз к нашей встрече такую шутку, что если ты ничего не скажешь, тебе поставят трояк, а если ты докажешь, что Бог есть, тебе придется пересдавать. Вот, примерно так. И вот в такой атмосфере мы росли, конечно, никакого вот слова о христианстве. И, в общем-то, я Евангелие-то изучал, услышав рок-оперу «Jesus Christ Superstar». Вот, я уже потом обратился к Евангелию, читал какие-то места. Ну, в общем-то, понимаете, это не было привито в детстве. Вот. Я этого не замечал вот, в окружении Валентины Ильиничны. Вот. Только доброжелательность, сердечность. Я знаю, что многие люди, окружавшие, были верующие. Вот, потом узнал. Но вот первое впечатление, такое подростковое, никакой там, сказать, никакого христианства, ничего такого не чувствовалось. Понимаете? Поэтому я уже потом узнал, скажем, о второй жизни Валентины Ильиничны как монахини, как авторе теософских трудов. Вот, это тоже вызывает уважение, конечно, и вызывает уважение то, что она жила не таясь. Понимаете, в годы, когда это не приветствовалось. Вот, я думаю, что человек, выдающийся ученый, вот, она могла быть бы, наверное, и на более высоких, скажем, уровнях в науке, вот, при своем таланте и трудолюбии. Вот, ну, кто же там из райкома партии одобрит, чтобы монахиня в миру была там академиком? Вот, наверное, нет. Ну, Павлов был исключением. Ну, в общем-то, наверное, все устройство, когда церковь не приветствовалась жизни, оно было против этого. Валентина Ильинична жила естественно. Я верю и буду верить. Вот, не вступая ни с кем в конфликт. В этом была мудрость. Знаете, можно идти с горящим крестом и мечом, да, окровавленным, вот, как конкистадоры какие-то, вот, выполняя миссию. А можно вот именно обращать людей любовью, смирением, и, наверное, это сильнее. Ну, сказать, в окружении Валентины Ильиничны было много талантливых людей. Я помню Ольгу Алексеевну Уварову. Вот, она после Валентины Ильиничны приняла эстафету руководства лаборатории. Наш директор Владислав Всеволодович Ерохин, партийный, вот, руководитель партийной организации института, вот, который был аспирантом Валентины Ильиничны. Она развивала новое направление, электронную микроскопию. Ничего не препятствовало тому, что вот эти люди разные по, скажем так, вероисповеданию, вот, вместе работали и стремились к прогрессу науки. Вот. Михаил Михайлович Авербах, наш знаменитый ученый, он основатель инфекционной иммунологии, вот, но диссертацию он защитил по патоморфологии, вот, по туберкулемам или туберкуломам, как тогда писали. Вот, и он работал тоже в лаборатории, он работал с хирургами, с нашими знаменитыми, академиком Богушем, вот, для того, чтобы защитить докторскую диссертацию, написать известную и полезную до сих пор книгу «Туберкуломы». Вот, то есть это очень яркие личности были. Та же Мария Петровна Пахитонова, многолетний руководитель нашей детской клиники, вот, она все время работала бок о бок с Валентиной Ильиничной, и у них были общие ученицы, в том числе и моя матушка, вот, и недавно ушедшая из жизни профессор Фирсова, которая 62 года проработала в нашем институте и дожила до 99 лет.
вернее, не дожила неделю до 99. Вот, и очень много таких примеров было, когда клиницисты с поддержкой патоморфологов вот, развивали какое-то научное направление. Вот, там была такая тоже известная патолог Маргарита Павловна Ельшанская, тоже, которую я помню, которая работала в мою бытность вот здесь. И, в общем-то, вот вокруг Валентины Ильиничны, вот, если она с 45 по 74 руководила лабораторией, это же 30 лет, да, вот, это характеризует руководителя, что лаборатория все время процветала, она все время стремилась к каким-то там новым знаниям, к новым открытиям. Ну, хорошо знаете, что вот Зоя Сергеевна делилась с вами своей информацией. Зоя Сергеевна же стала лауреатом государственной премии за работу в области изучения эль-трансформации микобактерий БЦЖ. Вот, такой комплексной работы. Вот, и это тоже же проходило при участии Валентины Ильиничны. Смотрите, как складывается. Отец Валентины Ильиничны умер от туберкулеза, когда она была еще девочкой-подростком. Вот. Девочка была незаурядная, вот как об этом вспоминают современники, очень трудолюбивая, с хорошей памятью, очень любознательная. Вот, и училась она на предшественнике биофака МГУ. То есть это физико-математический факультет, естественное отделение. Вот, то есть там была возможность развивать эти качества познания, и там ей встретился ее многолетний наставник, который определил ее судьбу, Владимир Германович Штефко, который тогда был профессором в МГУ, а потом возглавил патоморфологическую лабораторию в нашем институте, еще Государственном туберкулезном институте, как он назывался поначалу. Вот, и позвал с собой талантливую ученицу. Вот, и довоенный вклад, понимаете, у них были совместные книги. Безусловно, вклад Валентины Ильиничны был большой. И она же первые, по-моему, чуть не 6 лет работала в должности препаратора. То есть это средний персонал, вот, закончив университет блестящий, вот, с блестящей дипломной работой. То есть вот это характеризует ее скромность и трудолюбие, и стремление к цели. То есть то, что она потом стала знаменитым ученым, я считаю, закладывалось с самого начала, как она, вот, будучи еще школьницей, училась, как она поступила. Вот, и тем не менее, вот она в эту, скажем, на эту дорожку встала. И нельзя переоценивать ее значение как самостоятельного ученого, но она училась приобретать знания, училась эти знания как-то систематизировать под руководством Владимира Германовича Штефко. И к тому времени, когда уже надо было возглавить лабораторию, вот, у нее был колоссальный опыт работы, и она спокойно могла это сделать. Она уже к тому времени была и доктором наук, вот, и вполне достойно возглавить. И после 30 лет она руководила, это что же характеризует ее соответствие своему месту. И она много чего, так сказать, сделала в изучении патоморфологии туберкулеза. Ну, вы знаете, это скорее диалектика, потому что вот та самая моя предшественница, родственница, которая работала здесь, получила степень кандидата наук по совокупности трудов в области искусственного пневмоторакса. Потом на многие годы этот искусственный пневмоторакс забыли,
А сейчас применяет пневмоперитонеум, но тем не менее в эпоху лекарственной устойчивости вспоминает то, что было когда-то сделано, но на время забыто как не очень перспективное, не очень эффективное. Вот. Но в какой-то трудный момент сейчас у нас лимфотерапия применяется в детской клинике. Я знаю, что сейчас внедряют и в пульмонологии это, делают это и взрослым больным. Адресное введение препаратов при плохой переносимости, при плохой эффективности. То есть эти препараты по лимфатическим путям попадают туда, куда надо. Вы понимаете, так, наверное, нельзя говорить, что вот какое-то что-то она одно привнесла. Во-первых, она очень долго работала в институте. И в доантибактериальный период, то есть фактически до где-то конца 40-х годов в нашей стране, она изучала патогенез туберкулеза, изменения, которые происходят в организме, в возрастном аспекте, в конституционном аспекте. Понимаете, много было сделано, чтобы понять, как кто болеет. Это очень важно. Это основополагающие вещи. И на то время, когда она пришла сюда работать, в общем-то, этой информации не было достаточно. И она очень многое сделала для того, чтобы эту информацию получить и сделать достоянием широких кругов фтизиатров. После, когда начался такой антибактериальный период во фтизиатрии, появилось же много вопросов, таких как патоморфоз туберкулеза, то есть как изменялись ткани в процессе лечения, которого до этого не было. Чего ждать? Это же тоже какая-то тропинка по целине, которую надо было протоптать. Поэтому этот человек посвятил свою жизнь изучению этих всех процессов с тем, чтобы помочь лечить больных туберкулезом. Мы уже говорили о том, что папа ее погиб от чехотки. Может быть, и это подоплека какая-то ее служения этому делу. Но насколько я знаю позже, что ее послушанием была исследовательская работа. И она ее выполняла добросовестно, долгие годы, и искала разные, аспекты этой патоанатомии. Поэтому сказать, что она что-то одно открыла, знаете, как кто-то спел одну песню, его помнят там десяток поколений после, я имею в виду без Самимуча, да? Одну песню спела и знаменита. Нет, а Валентина Ильинична очень много чего сделала. Именно это было развитие направления. Так я считаю. И в этом направлении, в развитии, она имеет громадные заслуги. И она воспитала же очень много учеников, которые это все развивали и продолжили развивать. Это же тоже очень важно. Оставить после себя людей, которые твое дело продолжат. Мне кажется, что это идеально. Потому что ведь соотношение это бывает совершенно разное. Бывает такое, что команда работает, а личность возглавляет. Она была участником команды, которая больше всех работала. И подавала пример также поступать другим. Понимаете, поэтому это и вызывает уважение. Она создавала эту команду, она создавала атмосферу, в которой эта команда работает, с радостью. Я просто, я говорил с людьми, которые работали в лаборатории. Мы, говорит, с радостью всегда шли на работу. Мы знали, что это будет доброе отношение,
мы жили как семья. То есть все друг про друга знали, какие там успехи, какие проблемы у кого. Вот, и все делали дело добросовестным образом. Такие общечеловеческие отношения. Развитие науки не может протекать в вакууме, хотя наука – это особая ипостась деятельности человеческой. Что касается фтизиатрии, ну, конечно, здесь этапы прослеживаются. Если в начале институт организовывался для борьбы с туберкулезом, от которого умирали многие, еще больше людей болели туберкулезом, способов лечения туберкулеза тогда не было, все, сам заболел, сам выжил вот, до конца 40-х годов. Вот, то, скажем, вот, была какая-то пропаганда для борьбы с туберкулезом, внедрялась санитарная грамотность, вот, была статистика открытая заболеваемости туберкулезом. Ну, где-то в 30-е годы эту статистику свернули. Понимаете, репрессии коснулись руководства института. Вот. У нас профессор Хольцман, который был директором института, был расстрелян. Вот. Где-то там чуть ли не в коммунарке, не берусь утверждать, где точно, но за что, в общем-то, мирный, скажем, фтизиатр может быть расстрелян. Вот. Другой директор Шифман быстро был смещен, хотя он был выдающимся организатором борьбы с туберкулезом, касается диспансерной работы, очень был талантливым человеком, но тем не менее он пробыл директором очень недолго, его заменили. Вот, по каким-то непонятным причинам, там, не будем пытаться фантазировать вокруг этого. Вот, то есть это было. Вот. И когда я стал работать в медицинской энциклопедии в 1987 году, и пришла гласность, вот, мы писали статью по фтизиатрии к юбилею советских медицинских энциклопедий. Вот. И как раз была объявлена гласность, что заболеваемость туберкулезом перестала быть государственной тайной, а она была гостайной где-то больше 50 лет. Вот. Зашифровано. Мне старший наш профессор сказал: Игорь, не горячись. Вдруг тебе это выйдет боком потом, если ты напишешь эти цифры, которые опубликованы. Я говорю, они же опубликованы. Не надо. Вычеркни их, пожалуйста. То есть это был опыт поколений и самого доброжелательного ко мне отношения. То есть и это вот оставалось. Ну, естественно, научно-технический прогресс, он на науку не может не влиять. Вот. Но это уже другое, это уже не социальное устройство и не особенности обстановки в стране, вот, которые, как известно, там много раз менялось за историю последнего столетия, скажем так. Это была как раз Зинаида Александровна Лебедева. Мне рассказали об этом просто наши ветераны. Просто была пора борьбы с космополитизмом. Вот. Ну и так случилось, что многие наши талантливые ученые, фтизиатры родились безродными космополитами, да, которых преследовали. Вот это было, как известно, где-то в начале 50-х годов. И вот в то время их отправляли в долгосрочные командировки в Якутский институт туберкулеза, который был филиалом нашего института, чтобы они просто не попадали здесь на глаза никому. Вот, и, в общем-то, я знаю, что никто из них не был репрессирован, вот, слава Богу. Вот, поэтому это тоже людские отношения. И мудрые люди ценят талантливых сотрудников и не хотят, чтобы они попали под какое-то колесо истории. Вот такое было, это мне рассказывали.
Ну вот я работаю в институте 43 года, поскольку детские впечатления подростковые тоже были связаны с институтом. Родители приходили, что-то обсуждали, чем-то делились. Вот. Я считаю, что институт замечательная школа вот, для молодых врачей, ученых, вот, и где вот эти традиции, они хранятся. И от учителей, таких как Валентина Ильинична, там, основоположников, да, вот, до, скажем, наших дней передается отношение к делу, ответственность за то, что, как будет выглядеть институт. Вот. И сейчас уже совсем молодое поколение, которое даже иногда удивляется о том, что рассказываешь. Вот у меня, например, был доклад «Актовый день». И когда я сказал, что вот докторскую диссертацию я писал, когда еще компьютеров не было в работе, не было интернета. Ко мне подходили молодые люди и говорят: вы не пошутили, это правда? Я говорю: правда, это был 93-й год. На следующий день из танков стреляли по Белому дому, и я сомневался в том, правильным ли я делом занимался последние 6 лет. Вот. Нужно ли это будет кому-нибудь. Вот. А ничего такого не было, что сейчас есть. Понимаете, но тем не менее, чтобы новое не появлялось, вот это отношение к своей маленькой родине, к этому институту, к делу, которым ты занимаешься, оно все равно передается с 20-х годов прошлого века до сегодняшних дней. И Валентина Ильинична была одной из тех, кто вот участвовал в этой эстафете и очень значительно участвовал, и у нее очень много учеников, и она своим примером, своим моральным обликом, она учила, как надо не только изучать там, палочку Коха или кусочек ткани, а то, каким надо быть в отношении к людям. Вот это очень важно.